Приветствую всех, дамы и господа, меня зовут Алексей, и сегодня мне на обзор перепала одна, очень интересная техника, которую я давно хотел попробовать, а именно часы. Честно скажу, мне всегда была интересна тема часов, а тем более Apple Watch. У меня был опыт использования Apple Watch 3, и с того момента я больше не пользовался часами этой компании. И вот как раз мне на обзор спустя большое количество времени перепала возможность посмотреть на самую флагманскую новую модель часов. В голове, знаете, такой диссонанс. Вроде бы ты носишь часы премиального качества от Apple, а вроде бы до 85 тысяч рублей лично для меня они не дотягивают. Но, конечно же, за такую цену материалы там будут просто отличные. Титановый крепкий корпус, очень прочное стекло, которое устанавливается на задние камеры iPhone 15 Pro Max. И главное преимущество — огроменнейший экран и огромный размер часов, целых 49 миллиметров. Кстати, одним из главных плюсов часов от Apple является их форм-фактор, который позволяет захватывать гораздо больше информации на экране, нежели какие-то круглые котлы от других производителей, к примеру, Samsung. Отдельно я бы хотел затронуть ремешки, и честно, его делали явно умные, понимающие люди. Странно, конечно, такое говорить, учитывая то, что мы обозреваем технику от Apple, но и вправду этот ремешок действительно идеален. Кожа под ним не потеет и тем более не натирается. Идеально подходит для занятий спортом и повседневной носки. Часы наделены тремя микрофонами, а колесико Digital Crown теперь работает идеально даже в перчатках, но при этом его все так же тяжело случайно задеть. На корпусе есть дополнительная клавиша Action, на которой вы можете забиндить различные умные функции, к примеру, включение фонарика, кнопка SOS и так далее. Отдельной похвалы всегда во всех обзорах от Apple была удостоена вибрация, и здесь она точно такая же прелестная, как и во всех других девайсах от Apple. Очень приятный отклик буквально на каждое действие с часами. Ебать, пиздец. Красиво. А еще я очень сильно угорнул с фонарика, ведь это просто повышение яркости экрана. Фонарик, блядь! Ебать, фонарик, брат, я тебя уже слеплю, блядь. И честно, в темноте он пригодится вам только для того, чтобы осветить вторую вашу руку и не более. Но вот реально интересной фишкой стала возможность сделать ЭКГ. Интересная технология, палец прикладывается к колесику Digital Crown и считывает ваш пульс. Определяет ритм вашего сердцебиения и передает его в приложение. Очень полезно, учитывая то, что эти часы могут высчитать реальные проблемы с сердцем, такие как аритмия и другие недуги. А также часы устойчивы к погружениям, в них есть глубинометр до целых 40 метров в глубину. Добавили режим сирены. Ну что могу сказать, это, конечно, печально и очень смешно. Надеюсь, когда-нибудь эта сирена поможет спасти жизнь человеку где-нибудь в лесу, в океане, я не знаю. Автономность этих часов порой, просто поражала. У некоторых людей эти часы даже не доживали до конца дня, что полностью и перечеркивало смысл существования их в целом на рынке. У Apple Watch Ultra такой проблемы уж точно нет. В обычном режиме вы можете пользоваться часами до 36 часов. Это Тим Кук оставил братьев пи***ов нахуй, или что, блядь? Ну а если перевести их в режим энергосбережения, то они проживут и все 60 часов, то бишь где-то трое суток. Удобно ли ими пользоваться? Странный вопрос, учитывая их стоимость. Конечно же нет. Вполне удобно. Понятное дело, ни одного фриза и ни одного лага в операционной системе на скроллах я не заметил. Еще бы, не дай бог, я их там вообще заметил. Я бы охренел просто. WatchOS работает просто безупречно. Все анимации приятные, классные, ей просто очень приятно пользоваться. Но вот за что бы я реально отдал 85 тысяч рублей, так это за обои. 11 часов 16 минут. Да, Apple Watch Ultra реально классный, в них много различных фишек, но они просто не нужны штатному пользователю. Они идеально вылизаны и к ним нет практически никаких претензий, но еще бы за 85 тысяч рублей эти часы не были идеальными.